Всем привет! Это вступительное видео, в котором я покажу, чему именно я обучаю на этом канале, что можно делать с помощью HomeStyler и что такое вообще HomeStyler. Добро пожаловать! Меня зовут Карина Попова, и я вам покажу, что такое HomeStyler. Вот это моя главная страничка. HomeStyler– это программа, которая может запуститься на любом компьютере, с любой мощностью, в любое время и помочь вам сделать дизайн интерьера. Это замена тем самым 3D Max, тем самым SketchUp, в которых очень все сложно делается и еще сложнее рендерится. В итоге, после того, как вы начнете пользоваться HomeStyler, вы сможете получать вот такие вот дизайны интерьера, полноценные, целая квартира, которую можно обустроить с вот такими вот рендерами реалистичными, которые тоже можно очень вкусно продавать и подавать. Смотрите, насколько реалистично. Такой рендер занимает, ну, не больше 5 минут. Вот 5 минут макс. Сейчас покажу, как это все делается. Для начала создаете свой аккаунт на homestyler.com. Дальше, когда у вас появляется вот такое окно, мы заходим в Create New Design, ну или на каком у вас там будет языке, создать новый дизайн. Загружается ваша рабочая поверхность. Это все мы закрываем. И вот здесь та же самая сетка Grid, в которой мы все создаем. В HomeStyler можно создать абсолютно все. Сейчас, на данный момент, я работаю в нем почти год, я не столкнулась ни с одной вещью, которую невозможно создать. Все то, что мы делаем в 3D Max, можно сделать здесь. Начинаем мы с того, что мы можем загрузить план, который у вас там, например, в CAD сделан, вот в формате DVG. Если вы его загружаете, HomeStyler сразу же это все переносит на вашу рабочую поверхность. Может быть, там размерчики немного отличаются. Ну, а можно сделать это все самому. Вот выбрать, например, стену, по одной стене чертить вот так вот, меняя при этом размеры. Либо вместо того, чтобы чертить по одной стене, мы можем сразу же создавать целую комнату. Берем, вот, например, нарисовать комнату. Рисуем ее как угодно. Сразу же появляется пол. И после этого мы можем также само менять все параметры. Если вы находитесь вот в таком меню, клацаем где угодно на грид, чтобы не было клацнуто на комнате, на какой-то стене. И здесь меняем высоту потолка. Тогда он меняется во всей вашей комнате полностью. Потолок становится 2600 миллиметров. Здесь, если мы нажимаем на вот эту стену, можно менять размер этой стены. Ну, поставим его, к примеру, 3200, 3300. Если мы нажимаем на эту стену, мы можем менять размер противоположной стены. Меняем его, ну, пусть будет 5. Можно заходить в другой режим. Это у нас режим 2D. Есть режим потолок, на котором мы можем делать любые ниши для потолка или вешать люстры и так далее. Есть режим 3D, это вокруг вашей комнаты. И есть режим Room, это в середине комнаты. И мы теперь видим, что у нас построена конкретная комната наших параметров, но она вот легче всего вот делать в 2D, переходим в 2D, она у нас полностью закрытая. Нам нужно добавить двери и окна. Мы добавляем дверь. Если у вас есть уже план, там написаны конкретные отступы, здесь можно их тоже сделать. Например, 2500, и сама дверь у нас там 900. И все у нас четко по параметрам, как в плане. Точно так же окно. Мы берем окно, ставим его, увеличиваем его до нужного размера, даже можно больше, и ставим его так само на нужное расстояние от стены. Эти окна и двери также можно менять. Их можно опускать. Вот есть элевация, насколько он поднят. Мы поставим его на 800, например. Чуть ниже сделаем, так как у нас потолки ниже.
Двери можно менять. Нажимаем «Заменить» и подбираем дверь под наш дизайн. Делаем ее белой, например. Окно мы хотим там, чтобы было более современное. Так само меняем на какое-нибудь там французское. Здесь есть разные виды окон. Вот есть французское окно. Ну, ну вот поставим такое покрасивее. Вот. Ну, основа в итоге у нас уже есть. Мы можем видеть нашу комнату, смотрим на ее квадратуру, все совпадает, можно переходить к дизайну. Если не совпадает, тут можно добавлять второй этаж, крышу, можно добавлять лестницу, какие-нибудь там ниши, угловые окна, вот такие, например. Можно создавать абсолютно все, что хотите. Здесь можно чудить такие дизайны, что 3D Max еще позавидует нам. Вот так. Дальше. Для того, чтобы сделать уже интерьер-дизайн внутри, нам нужно модифицировать каждую стену в зависимости от того, что мы хотим делать. Мы можем добавить сюда пол, который мы хотим, потолок, который мы хотим. Каждая стена может выглядеть так, как мы хотим. Давайте начнем с пола. Если мы выбираем пол, вот здесь появляются все его характеристики. Можно выбрать какой-нибудь узор, например. Мы хотим, чтобы у нас была там елочка. К елочке мы выбираем текстурку. Мы хотим дерево. Вот у нас есть сразу же пол. И мы из пола выбираем какую-нибудь текстуру. Все. Текстурка может меняться в размерах. Мы хотим елочку потоньше. Мы сделаем ее 600 на 100, например. Все, у нас теперь маленькая изящная елочка. Потолок. Мы можем менять потолок. Нажимаем Customize. Нажимаем на наш потолок и выбираем его из уже готовых вариантов. Можно сделать с балками потолок. Мы на него нажимаем на комнату, и она автоматически подстраивает этот потолок под наши размеры. Мы можем посмотреть, как это выглядит. Можем что-то изменить. Если мы хотим что-то изменить, у нас здесь есть панель инструментов. Подробнее о том, что мы можем здесь менять, будет в других видео. Сейчас я показываю только базу. Можем ставить такой потолок. Он заменяется. Чтобы не налаживать одно на другое, мы нажимаем «Заменить». И тоже у нас теперь вот такой замечательный потолок. Все, отсюда мы выходим, хотя здесь есть много других функций, но я сделаю конкретное видео по потолкам, чтобы это все разобрать детальнее. Потолок мы сделали, можно выбирать высоту потолка, но это опять надо нажимать Customize и тогда уже ее контролировать. Стены. Стены можно поменять простым образом, просто нажать вот здесь на стену, на ее стиль и поменять на другой там цвет, оттенок, текстуру. Здесь есть конкретно текстуры для стен. Можно выбрать все, чтобы посмотреть, чего мы хотим. Можно выбрать конкретно по краскам, по обоям, по муралам. Мы выбираем все. Ну и вот для примера там поставим вот такую стену. Все, оно у нас наложилось. Причем эти текстурки очень качественно сделаны. При рендерах оно будет делать невероятные текстуры, которые будут выглядеть очень реалистично. Если это обои, они будут выглядеть как обои. При том, что здесь есть уже база готовых материалов, вы все равно можете загрузить что-нибудь свое. Вы идете в интернет, находите свою текстурку, вот как я, например. Мне нужна такая плитка. Я ее нахожу в магазине. Я открываю конкретно вот эту вот картинку в новой вкладке, вот так, сохраняю ее и перехожу вот сюда к загрузке моих моделей. Я ее загружаю через Upload Model. Например, просто мне надо текстура вот этой вот плитки. Вот так я загружаю ее, выбираю эту плиточку. И потом, когда она сюда подгрузилась, мы идем к Submit, нажимаем Submit и выбираем тип. Для того, чтобы наложилась качественная текстура, надо качественно выбрать, что это такое. У меня это плитка. Я выбираю керамическая плитка.
просто общее, там нет у меня какого-нибудь особого вида. Выбираю ее размеры. Смотрим размеры в магазине. Там всегда написан размер, чтобы соответствовало, чтобы оно легло именно так, как оно будет в реалии выглядеть, чтобы ваш клиент, если вы делаете для клиента, видел реальный результат в реальных размерах. Дальше мы выбираем либо плитка обычная, либо она матовая, либо она под дерево, либо она старинная. Например, я выбираю обычную. Она тогда будет слегка отражать поверхности. И нажимаем Confirm. После того, как вы это нажали, очень быстро это все проверяется модераторами, налаживаются нужные слои, и она появляется у вас здесь. Uploads. У меня она еще проверяется, но вот это она. И когда я ее налаживаю, она ложится в тех размерах, которые мы выбрали. Ложится идеально, как нужно, не надо там ничего особо менять. Это все мои загруженные модели, и они все на рендерах выглядят идеально. Стену можно также модерировать. Вот если мы хотим посмотреть, насколько быстро одобряется, я сейчас вот минут 5 покажу вам, что уже будет одобрено. В чем тоже прелесть хомстайлера. Все происходит очень быстро, и можно очень быстро добиться тех результатов, которых мы хотим. Также в хомстайлере есть модели. Например, мы хотим уже декорировать. Мы заходим в Decorate, и здесь есть модели под любую комнату, любая мебель, любые декорации, аксессуары, все, что мы хотим. Вот оно даже разбито по комнатам. Там зал, спальня, столовая, кухня, ванна. Все разбито и все, что нужно есть. Если мы не умеем моделировать, хотим поиграться, здесь есть AI. AI может сделать вам, вот мы, например, нажимаем на эту комнату, нам нравится вот эта стена. Мы ее выбираем, налаживаем на свою стену, и оно у нас появляется. Любой декор, кровать мы хотим. Нажали, она у нас появляется. Или мы хотим все вместе. Мы просто нажимаем Apply, выбираем комнату, желательно в 3D. И AI начинает подстраивать этот дизайн под нашу комнату. Но для того, чтобы это сделать, эту комнату нужно назвать. Вот здесь она у нас не названная. Если мы выбираем спальня, тогда AI уже понимает, что ему надо сделать. Без этого он не понимает. Иногда он может этого не сделать еще потому, что ему не нравится планировка вашей комнаты. Он считает, что она слишком маленькая или слишком необычного дизайна, может быть, окно ему не нравится боковое и так далее. Он может тоже этого не сделать. Попробуем еще раз. AI. И попробуем сюда. Нет, все равно не хочет. Это, кстати, новые какие-то комнаты добавились. Раньше их не было. Please check the corresponding design. Ну, в общем, с этим мы разберемся позже. На данный момент мы рассматриваем, как мы это можем сделать. Это я удалю. Если мы хотим, чтобы комната выглядела красиво, мы можем не создавать вот эти 4 стены. Мы нажимаем «Строить» и выбираем из уже готовых вариантов. Тут есть замечательные, красивые варианты комнат. Есть платные, если у вас бесплатный план, а есть бесплатные, если вы ничего не хотите проплачивать, пожалуйста, берите. Вот здесь есть планировки разнообразные. Было, кстати, больше. Сейчас их стало меньше. Ну, в любом случае, берем любую. Вот у нас появилась такая планировка замечательная. Здесь уже все комнаты у нас названы. И мы можем попробовать еще раз AI. The template design is invalid. Возможно, потому что это новые, потому что их раньше не было. Может быть, их только подгрузили и еще не адаптировали к нашим комнаткам. В общем, потом мы с этим разберемся. Вообще это работает, и я не раз это делала. Вот оно срабатывает на весь дом.
Сейчас оно как-нибудь расставит мебель, как-то подгрузит все вот эти вот интерьер финиши. Вот. Видите, как мы очень быстро это сделали. Конечно, тут надо будет корректировать, но в принципе основа положена. Давайте перейдем к рендеру. Самое интересное. Вот мы, например, сделали этот дизайн. Мы его можем подкорректировать, а можем просто оставить для того, чтобы посмотреть, как работает рендер. Нажимаем рендер. Камеру желательно выставить вот в 2D режиме для того, чтобы, если нужно, обойти все стены. Поставим, например, вот так. Вот так вот. И немного опустим. Она что сильно высоко у нас. Посмотрим. Посмотрим. Сделаем вот так. Выберем другой формат. Чуть-чуть, может, назад отъедем. Главное, чтобы не быть в стене. Мы можем выбрать освещение какое-нибудь интересное. Можем выбрать вид за окном, который тоже очень важно, потому что он дает свет. Например, если выбрать осень, она будет желтого цвета. Если выбрать вот такое вот, оно будет такого вот более дневного цвета. Здесь ярче, если возле моря. И нажимаем рендер. Во, камера у нас в стене. О чем я и говорю. Мы можем ее отодвинуть дальше, нажать клиппинг и вытянуть ее за стену. Вот так. Идеально. И нажимаем снова рендер. Теперь все сработало. Ну, сколько по времени у нас это займет? Ну, минуты 2, наверное. Это самое низкое расширение 1К. Можно делать расширение 2К, 4К. Можно делать панорамы. Можно делать видео. Мы делаем самый простой 1К. И нам говорят, что это займет 53 секунды. Подождем 53 секунды. Во время того, как оно рендерится, мы можем дальше менять дизайн. Не обязательно просто оставлять компьютер и давать ему что-нибудь там отрендерить. Как это с более тяжелыми программами, да? Вот чем удобен HomeStyler. Здесь можно все очень быстро сделать. Все смоделировать, что хотите. И все готово. Открываем. И вот у нас такой рендер. Понятно, что диван залез у нас в камин. Это все понятно. Мы ничего не расставляли, поэтому так и вышло. Но это все можно быстро сделать. Можно подкорректировать этот рендер, сделать его светлее, добавить ему яркости. Удалить водный знак, но только если проплаченная версия. У меня проплаченная, поэтому я удаляю. И сохранить. Все элементарно, просто, легко, и можно делать невероятные чудеса в хомстайлере. Просто стоит попробовать научиться. На этом можно зарабатывать. Сейчас очень популярен дизайн интерьера. И я постараюсь вам еще больше интересных штучек рассказать по хомстайлеру. Спасибо за внимание.